Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня давайте мы с вами будем продолжать тему создания букетов к 1 сентября. На этот раз я хочу вам предложить букет в красно-желтых оттенках. Как делать все эти цветы, ссылки будут в описании к этому видео. А теперь сама коробка. Я ее делала сама. Она у меня размером 13 сантиметров. Как делать коробки любого размера у меня есть тоже на эту тему видео. Снаружи нашу коробку я обклеила гофрированным картоном. Его можно купить в художественном магазине. Или же такой маленький лайфхак в упаковках от паркета, если у вас дома ремонт, с обратной стороны именно такой картон. Поэтому его также можно оставить и в дальнейшем использовать. Также вовнутрь я поместила кусочек пенопласта, обклеив его бумагой, ну и сверху я приклеила самую обычную сизаль. Не нравится сизаль, можете ее не использовать. Также я использовать буду гортензию, я ее сделала просто больше размером и очень сильно растянула. Принцип сборки точно такой же. Ну и сами цветы. Я часто делаю цветы, и они у меня вот так вот лежат в стороне, ну и потом я думаю, что с них можно сделать. Поэтому сегодня все цветы, которые нам подойдут к нашему букету, мы будем здесь использовать. Собираю я по принципу сначала самые большие, потом самые маленькие, а иногда просто вставляю так, как мне нравится. Маленький, большой, хоть с одной стороны все большие, хоть с другой стороны все маленькие. Вы должны делать букет так, как вам нравится. Я всегда говорила, что в творчестве нет границ. Вы должны предлагать что-то свое, иначе у нас так и будет. Это должно быть так, а это должно быть так. Ничего не должно. Делайте так, как вам это нравится. Главное, я всегда говорила, что делайте это аккуратно, для того, чтобы внешний вид вашего букета или любой вашей работы был красивый. А теперь по моему букету. Я сначала думала добавить еще розовые такие розочки, но в итоге я от них решила отказаться. Я подумала, что будет слишком много цветовых пятен, так сказать, и белый, и красный, и желтый, и розовый, поэтому у меня их не будет. И все свои цветочки я расставляю по кругу. Еще я смотрю так, чтобы форма моего букета была сверху красивая. Стараюсь сделать круглую форму своего букета, так как моя коробка круглая. И во время сборки я сразу не приклеиваю свои цветы к самой основе, так как впоследствии нашей работы очень часто получается так, что в конце нам или не хватает цветочка, или их слишком много, и что-то нужно убрать, что-то нужно добавить. А когда наши цветы все будут изначально вклеены, мы не сможем их поправить. Но еще я не всегда вклеиваю свои цветы. Если мой цветок хорошо держится, я не вижу смысла его вклеивать. Тем более он не с конфетами, он не тяжелый и он оттуда не выпадет. Также между своими цветами я еще немножко добавляю сизаль для того, чтобы закрыть промежутки. И уже после этого я начну вклеивать свои маленькие цветочки. В моем случае это цветы гортензии.
Я не делала их большой веточкой и решила их добавлять по несколько штук с разной стороны, заполняя промежутки и придавая более круглую форму букету. Наношу на свои веточки клей и вклеиваю вовнутрь, так как всунуть уже на этом этапе маленькие цветочки в основу будет очень сложно. Я вклеила желтые цветочки и совсем забыла включить камеру, поэтому как я приклеивала ленточку к своей коробке, я так и не сняла. Но я думаю, это понятно. Мы приклеиваем ленту, делаем бантик с лицевой стороны нашего букета. И еще будем заполнять наш букет листьями. Я сделала листья разного размера, не вставляла вовнутрь проволоку, просто их склеила и вырезала. И уже буду приклеивать наши лепесточки к самим цветам. Также будьте осторожны. Я умудрилась даже один цветочек своей гортензии вырвать и пришлось его приклеивать обратно. Ну а также хорошо заполняю низ нашего букета для того, чтобы снизу добавить объема. И у нас низ букета не выглядел как торчащие палки, а все-таки все было закрыто листьями. И после того, как я приклеила все свои листики, мой букет будет готов. Вы же можете добавить бусинок, возможно, каких-то стразиных ягодок, все зависит от вашего воображения. Я остановлюсь на этом. Если вам понравился мой вариант букета, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!